Он стал третьим из списка приговоренных в рамках операции возмездия за убийство израильских спортсменов на летних Олимпийских играх в Мюнхене. В середине января 1973 года Голда Меир подписала очередной третий смертный приговор. В последние годы вся его деятельность сводилась исключительно к контактам с КГБ. И он не принимал участия в террористических акциях и был абсолютно уверен, что о его членстве в «Черном сентябре» никому не известно. Это придавало ему уверенность и делало неосмотрительным. Поначалу в отеле никто ничего не понял. Только после того, как в люксе Хусейна Абдельхира был потушен пожар, разлился дым, пожарные обнаружили наполовину обуглившиеся части тела, разбросанные по всей комнате. В прошлых двух выпусках я рассказывал о том, как в конце 1972 года готовились и осуществлялись покушения на европейских представителей Фатах и Черного сентября, Ваэля Адаля Звайтера в Риме и Махмуда Аль-Хамшари в Париже. Сегодня речь пойдет о ликвидации Хусейна Абдельхира, ключевого связного в Фатах и Черного сентября с КГБ и спецслужбами стран Варшавского договора. Он стал третьим из списка приговоренных в рамках операции возмездия за убийство израильских спортсменов на летних Олимпийских играх в Мюнхене. Операция израильских спецслужб под названием «Гнев Божий». Привет всем, здравствуйте, меня зовут Александр Брас, я писатель и ветеран спецподразделения по борьбе с терроризмом. Вы на моем канале «Мировая история террора». Оставайтесь со мной, как всегда будет интересно. Моссад продолжал наносить удары. В середине января 1973 года Голда Меир подписала очередной третий смертный приговор. Хусейн Абдель-Хир. К своим 30 годам он уже был довольно заметной фигурой и не только в ООП. Его полное имя на арабском звучало как Хусейн Али Ахмед Абу Аль-Хайр или просто Абу Сами. Он был хорошо известен в спецслужбах Советского Союза, поскольку вот уже долгие годы являлся одним из ключевых связных в Фатах с первым главным управлением КГБ СССР, структурным подразделением КГБ, отвечавшим за внешнюю разведку. В поле зрения израильских спецслужб он попал еще в октябре 1972 года. Но приблизиться к нему было крайне сложно. Абдельхир жил в самом центре Дамаска и пользовался неограниченной благосклонностью сирийских властей. Стоит понимать, что операция проводилась накануне войны Судного дня, и сирийские спецслужбы с крайним подозрением относились ко всем иностранцам, в том числе к приезжим арабам. Сирия переживала очередной всплеск антиизраильской истерии. Убить одного видного функционера в Фатах в предвоенном Дамаске было далеко не то же самое, что провести ликвидацию в Риме или в Париже. Слишком велик был риск подставить под удар свою сирийскую резидентуру, которая кропотливо создавалась на протяжении последних десятилетий. Примерно в конце ноября 1972 года Моссад поступило донесение одного из доверенных источников в Фатах, что Хусейн Абдельхир в ближайшее время намеревается вылететь из Дамаска в Никосию. Источник не указывал цель его визита в кипрскую столицу. В Моссаде рассматривали две возможности. Встреча с одним из сотрудников советского посольства в Никосии или новое назначение представителем Фатах и ООП на Кипре. Управление специальных операций Моссада Кисари не могло не воспользоваться предоставившейся возможностью. Тут несколько слов мне бы хотелось сказать о Никосии тех лет, чтобы понимать, в каких условиях приходилось работать сотрудникам Моссада. Начиная с 1960-х годов, Никосия стала наполняться всякого рода темными личностями из мира шпионажа, криминала и террора. Каждая уважающая себя спецслужба считала необходимым обозначить свое присутствие в Никосии. Агенты Советского Союза, Соединенных Штатов, Восточной Германии, Великобритании, Болгарии, Испании, СИР, да еще бог знает весть кого, плотно обосновались на этом островном средиземноморском государстве. Конечно, не были исключением и палестинцы с израильтянами. Вообще,
Все, что касается Моссада, то он традиционно имел в Никосии очень сильные позиции. Удобное геополитическое положение Кипра, невмешательство местных властей во внутренние хитросплетения иностранных спецслужб создавали исключительные условия для управления своими ближневосточными агентурами из Никосии. Шпионы, предатели, авантюристы, диссиденты, беглые преступники облюбовали остров, на котором практически круглый год светило солнце. Иногда в Никосии среди ночи находили трупы, изрешеченные пулями. Но кипрская полиция предпочитала не вмешиваться, что весьма устраивало как иностранные спецслужбы, так и прочих пришлых бродяг. Итак, в декабре 1972 года Хусейн Абдель-Хир прилетел в Кипр. Сразу после прибытия в Никосию он остановился в просторном люксе отеля «Олимпик», расположенного на бульваре президента Макариуса. Майк Харари, руководитель управления специальных операций Кесари, со своими людьми снял номер в соседнем отеле, из окон которого можно было круглосуточно следить за жилищем Абдель-Хира, не привлекая к себе внимания. С одной стороны, он был легкой мишенью. Хусейн Абдель-Хир жил в пятизвездочном отеле, поскольку в Фатах ему еще не успели подыскать подходящее жилье. Он не был вооружен, не держал при себе охрану. Последние годы вся его деятельность сводилась исключительно к контактам с КГБ. И он не принимал участия в террористических акциях. И был абсолютно уверен, что о его членстве в «Черном сентябре» никому не известно. Это придавало ему уверенность и делало неосмотрительным. Но с другой стороны, работать в городе, напичканном агентами конкурирующих спецслужб, было довольно непросто. Как и в случае с Махмудом Хамшари, недавно ликвидированным Моссадом в Париже, решили устранить объект в его собственном же жилище, по тому же самому сценарию. В послеобеденные часы 24 января 1973 года, когда номер Абдель-Хира пустовал, сотрудники оперативно-технического управления Моссада Кэшет проникли внутрь. Накануне они уже успели побывать в его люксе и все сфотографировать. Майк Харари, изучив фотоснимки, ткнул пальцем в просторную двуспальную кровать. За считанные минуты сотрудники Майка Харари установили миниатюрное взрывное устройство с пластиковой взрывчаткой у изголовья его кровати, спрятав его в стенном ночнике. Приводное устройство было вмонтировано под его матрацем. Взрыв мог произойти только в том случае, если Абдель-Хир ляжет в кровать, тогда под тяжестью его тела два контакта соединятся и замкнут цепь. Чтобы избежать случайных жертв, взрыв, как и в случае с Эль-Хамшари, недавно ликвидированным в Париже, мог произойти только при наличии электронного сигнала, посланного с пульта дистанционного управления. Место закладки смертоносного заряда было выбрано целенаправленно, на стене у изголовья. Если бы взрывное устройство заложили бы под кроватью, не было стопроцентной уверенности в успехе покушения, а усиление заряда могло бы привести к обрушению потолка нижнего номера. Специалисты Кэшет решили использовать взрыв направленного действия сверху вниз под углом примерно в 45 градусов. Основной удар как раз пришелся бы на верхнюю часть тела. В отеле «Олимпик» Хусейн Абдель-Хир вернулся за полночь и, не задерживаясь в холле или в паре, поднялся к себе в номер. Сотрудник Кесари сидел в машине перед фасадом отеля и ждал условленный сигнал от группы наружного наблюдения. Он увидел, как в окнах люкса Абдель-Хира зажегся свет. Спустя несколько минут свет погас. Получив условный сигнал, он выждал еще минуту и только после этого нажал кнопку пульта дистанционного управления. Спустя мгновение раздался глухой хлопок и ослепительная вспышка. Поначалу в отеле никто ничего не понял. Только после того, как в люксе Хусейна Абдель-Хира был потушен пожар, развелся дым, пожарные обнаружили наполовину обуглившиеся части тела, разбросанные по всей комнате.
Майк Харари, наблюдавший за всем происходящим из окна соседнего отеля, спокойно задернул штору и, не торопясь, принялся собирать вещи. Еще одно имя было вычеркнуто из черного списка Моссада. Но все еще было впереди. Операция «Гнев Божий» только начинала набирать обороты. А у меня на этом все. Продолжение смотрите в следующих выпусках. Все только начинается. Как всегда, я прошу поддержать мою работу. Сделать это довольно легко. Для этого достаточно поставить лайк под этим видео, написать комментарий или задать вопрос и подписаться на мой канал. Все это будет способствовать тому, что канал поднимется по алгоритмам YouTube, и это видео увидят намного больше людей. Да, и, конечно, читайте мои книги. Всегда с вами Александр Брас.